с вами разобраться в процессах, которых я наблюдал на рынке недвижимости, жилой недвижимости, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, давайте попробуем с вами разобраться в данной карте. Мы видим карта, естественно, центральной части Украины. Видим 5 крупных областных городов, центров. Ну и начнем, наверное, давайте вот так сверху, да, сверху и направо, да, ну, слева направо получается, сверху вниз, справа налево. Нет, слева направо. Итак, будем говорить о исследовании длиной в 1 месяц, то есть это краткосрочный процесс или же колебательный. Город Житомир, друзья. Город Житомир, видим, что социальное жилье в феврале месяце достигло стоимости квадратного метра 566 долларов за квадратный метр, что показало, в общем-то, нам динамику роста. Ничего себе за месяц, 1,80%. Жилье эконом-комфорт бизнес-класс, друзья, также видим, да, это вторичный рынок. Стоимость квадратного метра уже 727 долларов за квадратный метр и рост плюс 1,25%. То есть мы наблюдаем, что с какого-то перепуга рост стоимости недвижимости продолжается в центральной части Украины. Переходя к первичному рынку, мы видим, что квартиры эконом-класса, первичный рынок – это недостроенное жилье, друзья, напомню вам, подорожало за месяц плюс 0,91%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также подорожали на 0,73% за месяц. Следующий город – это Киев. Видим, что город, кстати, население вот это довоенное, 2 миллиона 950 тысяч. Сейчас я думаю, что где-то так же и живет, с учетом приезжих людей, что около 3 миллионов сейчас, наверное, есть проживающих в городе Киеве. Количество предложений, которые были зафиксированы, значит, на рынке жилой недвижимости, это первичный, вторичный рынок, 64 800 объектов жилой недвижимости, что показало нам динамику снижения незначительную за месяц, минус 0,3%. Переходя к стоимостным показателям, социальное жилье – это вторичный рынок, друзья. Вот здесь впервые, точнее не впервые, а уже мы видим февраль и, да, январь-февраль месяц, сейчас же мы о феврале говорим. 2 месяца подряд мы видим, как социальное жилье стало показывать нам динамику снижения незначительную. И сравнивая февраль с январем, мы видим снижение минус 0,19%. Эконом-комфорт бизнес-класс – это вторичный рынок, друзья. Здесь рост за месяц плюс 0,14%. Переходя к первичному рынку, здесь мы, друзья, видим, что квартиры эконом-класс за месяц подорожали на 0,24%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также показывает положительную динамику роста плюс 0,61%. А вот первичный рынок элитный класс, незначительное снижение за месяц, минус 0,34%. Итого, подводя как бы итоги по 2 городам, город Житомир показывает нам по всем сегментам, это первичный и вторичный рынок, по всем классам, динамику роста, причем больше 1%. Город Киев. Мы видим, что всего лишь социальное жилье, это вторичный рынок, показало незначительную динамику снижения. И первичный рынок элитный класс также впервые за долгое время показал нам отрицательную динамику снижения стоимости квадратного метра. А следующий слайд – это у нас город Черкассы. Население 279 тысяч. Кстати, я сейчас думаю, что здесь проживает, наверное, чуть больше. Почему? Потому что все-таки город, где жилье достаточно бюджетное, в аренде, ну и по стоимости мы видим тоже доступное, назовем, да. Поэтому я так думаю, что за счет внутренних вот этих миграционных процессов людей здесь живет сейчас больше. Кто с Черкас, напишите.
насколько визуально это соответствует или не соответствует моим предположениям. Количество предложений в городе Черкассы в феврале месяце достигло 9300 объектов жилой недвижимости. Напомню вам, что это первичный и вторичный рынок, что показало динамику роста, более активный рынок по предложениям на 1,1% в сравнении с, естественно, январем месяцем. Социальное жилье, вторичный рынок, рост плюс 1,68%, ну почти 2%, ничего себе за месяц. Эконом-комфорт, бизнес-класс, это также вторичный рынок, плюс 1,36%. Ну и первичный рынок эконом-класс, динамика роста, друзья, 2,28%. Ну здесь вообще фантастика. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс выросли на 1,27%. Итак, друзья, третий город, крупный областной центр, показывает нам по всем сегментам, первичный, вторичный рынок это, и по всем классам положительную динамику роста больше 1%. Кто бы мог подумать, с чем это связано, интересно. Дальше, друзья, смотрим город Крапивницкий, бывший Кировоград. Здесь 226 тысяч проживало до войны. Сейчас я все-таки предполагаю, что, наверное, все-таки меньше людей. Почему? Потому что он более близок к восточной части Украины, а там, как известно, все неспокойно. Да? Хотя сейчас нельзя найти ни одного города на карте Украины, где можно было бы спокойно жить. Итак, мы видим количество предложений. Первичный, вторичный рынок достигло 7300 объектов недвижимости, что на 2,8% больше по предложениям было выставлено на продажу, чем в январе месяце. Социальное жилье подорожало плюс 0,94%. Это вторичный рынок, друзья. Также вторичный рынок эконом-комфорт бизнес-класс подорожал на 1,59% за месяц. Ну и переходя к первичному рынку, друзья, мы видим те же самые процессы роста стоимости квадратного метра с какого-то перепуга. Первичный рынок квартиры эконом-класс подорожали на 2,26% за месяц. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс также на 1,5% подорожали за месяц. Итак, подводя итоги, четвертый город, друзья, показывает нам динамику роста больше 1% по всем сегментам, это первичный, вторичный рынок, и по всем классам. Следующий город Винница, он находится вот прямо в центре, центральная Украина, что называется. Здесь мы видим, что, друзья, население 370 тысяч, довоенное. Сейчас я предполагаю, что здесь больше 1100, наверное, проживает людей. Почему? Потому что, опять же, центральная часть, достаточно много людей мигрировали с восточной Украины, с Донецко-Приднепровского региона, даже с Причерноморского региона. Видим, что количество предложений на рынке жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок, достигло в феврале 11 900 объектов жилой недвижимости, что показало аж динамику роста на 2,6%. Социальное жилье, друзья, подорожало на 0,76%, это вторичный рынок. Эконом-комфорт, бизнес-класс подорожал на 0,76%, это также вторичный рынок. А первичный рынок, друзья, показывает ту же самую динамику роста. Квартиры эконом-класса подорожали на 1,15%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожал на 1,14%. Итак, друзья, подводя итоги по пятому крупному областному городу-центру, мы видим, что по всем сегментам рынка недвижимости, первичный, вторичный рынок, по всем классам динамику роста больше 1% за месяц. Ну, это, друзья, безумие. Дальше переходим к карте, вот здесь от карты, вернее, к табличке такой. И здесь, друзья, мы видим экселевские данные в экселевской таблице. И подводя итоги в среднем по региону, обратите внимание, низ таблички красным шрифтом. Среднее арифметическое число или средняя арифметическая стоимость квадратного метра в целом по региону, центральному региону, в феврале достигла $686 за квадратный метр, что показало нам динамику роста за месяц плюс 0,82%.
Индекс положительный, единичка, запятая 0,08. Обратите внимание, единственный город Киев показал нам динамику снижения стоимости квадратного метра. Все остальные, в общем-то, города показали динамику